Приветствую вас на канале Техревизор. На этот раз я сделал подборку видеокарт от Nvidia. Составил рейтинг из 6 моделей, которые актуальны к покупке в сборке 2023 года. Конечно, можно установить когда-то народную и легендарную GTX 1050, но давайте оставим ее и использованные в ней технологии в 2018 году и будем отталкиваться от того, что сейчас нам дает рынок. При отборе моделей я обращал внимание не только на самые лучшие видеокарты по характеристикам, иначе рейтинг бы состоял только из 40 серии. Еще уделил внимание ценам, чтобы каждый смог найти хорошую видеокарту в разных категориях стоимости. Поэтому вы сможете подобрать себе видюху в сборку, несмотря на то, бюджетная она или нет. Для тех, кто хочет сэкономить, есть проверенный способ взять любую технику на 40% дешевле. Ребята из Blackbaza везут товары из Китая без посредников, поэтому конечная цена получается ниже, чем в сетевых магазинах. Игровой ноутбук по цене пятой плойки. 3060 с трассировкой, 6-ядерный i5 и 11 винда уже установлена. Всего 55 тысяч рублей. Кстати, пятая плойка тоже в наличии, прямиком из Японии за 48 тысяч. Электросамокаты скоро запретят, поэтому нужно брать электроскутер. Современный дизайн, 1200 Вт и скорость до 70 км в час. Всего за 159 тысяч рублей. Где вы такое видели? Компания Apple ушла из России, но Blackbaza осталась. А значит, 15-й iPhone стоит 128 тысяч. На 80 тысяч дешевле, чем на Озоне. Доставка от 7 до 30 дней, но ради такой экономии можно и подождать. Согласитесь? А еще Blackbaza поможет перевести товары с Amazon, eBay, Tmall и других заморских магазинов. Еще никогда покупки не были такими выгодными и удобными. Blackbaza. Пользуемся сами и рекомендуем вам. Переходи в Telegram по ссылке в описании. Ну, а теперь переходим к нашему топу. На шестом месте рейтинга стоит GTX 1650 в исполнении от Gigabyte. Небольшая одновинтовая карточка, которая даже несмотря на свои размеры закроет минимум игровых потребностей. О конкретных тестах поговорим позже, а пока пробежимся по спекам. Внутри стоит процессор TU-117. Как и в более привычных центральных процессоров, у него есть своя частота ядра. В данном случае это 1590 МГц, а размер транзистора не превышает 12 нанометров. И если добавить к этому 4 гигабайта видеопамяти GDDR 6 поколения с шириной шины в 128 бит, получается действительно необходимый минимум, который позволит играть в современные игры на низких средних настройках. Важная поправочка: если у вас соответствующий процессор, который и сам будет трудиться как надо и видеокарту ограничивать не станет. Иначе от 1650 просто толку никакого. Ну а теперь давайте приведу в пример несколько игр и бенчмарков, которые могут показать, на что способна эта видюха. В Passmark, довольно распространенном и объективном бенчмарке, который охватывает в себе 4 отдельных теста Direct 3D, 1650 удалось набрать 7853 балла. Для сравнения, максимум, который набрала PTX 4090, 39261 балл. В играх Full HD разрешении на высоких настройках графики в пятой батле 1650 выдала в среднем 53 FPS, в колде 55, в RDR 2 35, в Киберпанке 35-40 кадров. Как видите, хорошо бы понизить настройки графики. Таким образом, у вас получится добиться еще из десяток другой FPS и хотя бы с минимальным комфортом наслаждаться плавным геймингом. Но больше видеокарта будет радовать в рабочих задачах. Какая-нибудь не тяжелая графика, офисные программы, Photoshop и тому подобное. А если вас такое положение дел не устраивает и вам хочется FPS побольше, стоит посмотреть в сторону хотя бы следующего места. Пятое место топа занимает GTX 1660 Super от MSI. Она выглядит посерьезнее, все-таки это двухвинтовая карта с лучшим охлаждением, ну и начинка у нее поприличнее. Взять ту же видеопамять, здесь стоит уже 6 гигабайт того же DDR 6 поколения, которые работают на частоте в 14 тысяч МГц. Это уже как бы расклад, который 1660 Super выводит вперед, но плюс к этому шина в 192 бита, которая на секунду не в каждой 20 и 30 серии стоит. Там в основном встречаются 128 и 160 бит, а 192 еще нужно заслужить. В общем, память у этой видеокарты главное преимущество перед всей линейкой 16-х. В остальном это плюс-минус такой же проц TU-116 на той же литографии в 12 нанометров с частотой на ядро в 1830 МГц. Даже подключается видеокарта по тому же PCI Express 3.0. Тем не менее, в играх и бенчмарках, если сравнивать с 1650, мы получаем действительно заметный прирост производительности. Так, в Passmark 1660 Super набрала уже на 60 баллов
баллов больше. Конечно, до 4090 еще ой как далеко, но бешеных цифр не то что не ожидалось увидеть, их здесь в принципе не должно быть. Поэтому это просто хороший заметный прирост. В играх тоже мы получаем неплохую плавность. Высокие настройки графики, Full HD разрешение, Battlefield 5 83 FPS это плюс 50 относительно 1650. В колде 90 FPS, это тоже 50%. Действительно круто, правда? Но вот уже в более тяжелой RDR2 прирост составил буквально 10 кадров, поэтому понизить настройки графики уж точно не помешает. Ну а, например, Ведьмак 3, который и без того шел 60 FPS на 1650, 1660 Super тянет в 110 кадров. Что также радует, так как эта видюха отлично отрабатывает уже не только в офисных программах. Еще лучше будет вот это RTX 3060 от гигов. Хотя, если судить по неймингу, то это довольно очевидно. Вроде как логично, что 1660 отличается от 3060 по производительности, причем довольно серьезно. На деле давайте посмотрим, как оно. По памяти особо кардинальных изменений нет. Так, небольшие улучшения в виде двух дополнительных гигов и увеличенной частоты до 15 тысяч МГц. По шине, правда, нехилый даунгрейд. Здесь она 128 бит. Тем не менее, 8 гигабайт имеет большее преимущество перед шиной, поэтому все-таки важнее уделить внимание большему объему памяти. Но если к этому небольшому обновлению добавить еще и улучшенный процессор GA106, у которого в 2 раза больше транзисторов из-за их уменьшенного размера до 8 нанометров, что также сильно влияет на производительность, и подключение по PCI Express 4.0 с увеличенной в 2 раза пропускной способностью, получается действительно заметный прирост в эффективности видеокарты. Поэтому в пасмарке у 3060 получается набить еще на 5000 баллов больше, то на 43% превосходит показатели 1660 Super. Ну и в играх мы тоже не останемся без большего количества FPS. Настройки графики Ultra Full HD разрешения, на 20% больше кадров в Ведьмаке. В батле уже получается достигнуть 120-130 FPS, это 60% прироста. Ну и в Киберпанке уже наблюдается стабильное 60-65 кадров. Некоторые игры позволяют понаглеть и включить 2К разрешение, не страдая от вечных разрывов. Например, в колде на высоких настройках будет 75-80 FPS, в Hitman 3 и более того 85-90, и в Tomb Raider уверенные 80. Тем не менее, тот же RDR2 пока остается аутсайдером с 35-40 кадрами. Для нее нужна карточка хотя бы еще немного помощнее. Тройку лучших открывает KF-A2 GeForce RTX 3060 Ti. Ну и немного мощнее будет RTX 3060, только Ti от KF-A2. За доплату процентов в 10 вы получаете карту, которая все-таки немного лучше потянет тяжелое приложение и игры. По характеристикам RTX 3060 Ti имеет основные изменения только в области видеопамяти. В этот раз это касается не объема, здесь остаются те же 8 гигабайт, а вторичных характеристик. Например, частота увеличена до 19 тысяч МГц, и это действительно очень высокий показатель на уровне самых топовых последних моделей. Ширина шины тоже довольно приличная, 256 бит. Тут 192 попробуй найти, а 256 и подавно оснащены только действительно мощные видюхи. И на этом, по сути, все отличия. Процессор GA104, такие же 8 нанометров и немного сниженная на 150 МГц частота. Тем не менее, транзисторов удалось разместить на 4 миллиона больше. Да, и количество потоков увеличили на доброе 20%. Пропускную способность памяти увеличили еще на 100 гигабит в секунду. Поэтому все это в совокупности играет только в плюс эффективности видеокарты. Ну и давайте же посмотрим, насколько больше производительности удалось выжать. Все тот же Passmark показывает прирост в 20%. Ну и давайте для объективности возьмем хотя бы еще один бенчмарк. 3D Mark 11. Конечно, не самый современный, но тоже с тяжелыми сценами и объемным освещением. Здесь уже прирост поменьше, 16%. Но намного интереснее ведь посмотреть, что покажут игры. И здесь мы ставим 2К разрешение, высокие настройки графики и получаем заветное 60 FPS в RDR2. При таких-то настройках прошу не забывать. Действительно впечатляет. Ну а игры послабее, такие как колда, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, в среднем увеличили плавность до 20-30 кадров в секунду. Тем не менее, RTX 3060 Ti дарит билет 4К гейминг. Там вот эти игры выдают дохленькие 50-55 FPS. С трушным 4К нужно обращаться хотя бы к следующей модели. На втором месте рейтинга стоит Polit GeForce RTX 4070 Ti Game Rock.
Охлаждение у нее надежное, продуманное, 3 винта целых. Они уж точно справятся с теплом, которое генерирует мощные железяки внутри. И, кстати, сделают это действительно без лишнего шума. Под мощными железяками я подразумеваю целых 12 гигабайт видеопамяти с частотой в 21 тысячу МГц. Сильное заявление, не так ли? Да и сама карта выглядит довольно убедительно. И если самая первая модель GTX 1650 своим видом вызывала ухмылку, то эта 4070 Ti как будто просит скоростить ей какой-нибудь тяжелый бенчмарк. Процессор у нее уже нового поколения. Все-таки 40-я серия как-никак. И вот актуальное обновление, которое позволяет разместить внутри видеокарты 35 миллионов транзисторов. У прошлой 3060 Ti их было буквально в 2 раза меньше. Ну и частота на ядро прилично подросла. В максимуме значение доходит до 2610 МГц. Единственное, чего не хватает — подключение по PCI-Express последнего 5-го поколения. Здесь предусмотрено все тоже 4, но и с ним пропускная способность доходит до половины терабайта, поэтому жаловаться точно не придется. С такими-то характеристиками очень интересно узнать, что покажет 4070 Ti в тестах. Подрубаем по смарке и видим 32 тысячи баллов. Сравнивать с 3060 Ti как-то совсем не хочется. Поэтому просто уточню, что до максимального уровня RTX 4090 остается буквально 15%. В общем, во всех синтетических бенчмарках 4070 Ti на голову превосходит прошлого оппонента, поэтому давайте просто посмотрим, что нас ждет в 4К гейминге на высоких настройках. Battlefield 5 120 кадров, колда 100 кадров, третий Ведьмак 150. Реально круто. В более жестких играх, таких как RDR 2 и Cyberpunk, 4070 Ti не удалось достигнуть таких же высоких показателей, но свои честные и стабильные 60 FPS показала. Однако не стоит забывать и про профессиональные программы. Какой-нибудь тяжеленный 3D рендеринг или работа с графикой тоже пойдут на ура. Так что сомневаться и не в чем. Лидером рейтинга стала Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming. Она больше подойдет не как улучшение производительности ПК после владения, например, той же 4070 Ti, а как покупка на долгосрок с запасом потенциала. То есть тут вы не получите какого-то космического прироста FPS и эффективности. Тем не менее, если говорить о приобретении видюхи на следующие годы, то эта 4080 просто побольше сохранит свою актуальность и будет в запасе иметь больше мощности. Ведь у нее уже целых 16 гигабайт видеопамяти. Удивительно, так как сегодня не каждый геймерский ПК оборудован таким количеством АЗУ, не то что видеокарта. Ну и работает она на повышенной частоте в 22400 МГц. Кстати, 4090 по этому параметру проигрывает 1500 МГц 4080. Но о 4090 говорить рановато из-за неадекватных цен. Ей нужно еще время настояться, и тогда я обязательно включу ее в следующий рейтинг видеокарт. А пока 4080. Она ведь тоже неплоха. Процессор здесь стоит такой же хороший, как и в прошлой 4070 Ti. Быстрый, многопоточный и производительный в целом. Ориентирован на современные потребности высокой эффективности в AI-приложениях и на операции с трассировкой лучей. В общем, к его эффективности не придраться. Собственно, как и к эффективности видеокарты в целом. На этой видюхе можно творить что душе угодно и не думать о какой-то там недостаточной мощности. Конечно, она не претендует на самую высокую производительность среди всех видеокарт, которые сейчас есть на рынке. Никто не отменял 4090, 4090 Ti, но вы видели цены на них? Рынок все никак не сбалансируется, поэтому RTX 4080 сейчас самая понятная и достаточная для всех наших потребностей, будь то игры в 4К или ресурсозатратная работа в тяжелых программах. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.